Вам нравится мой камин? Мы сделаем его своими руками из коробок. Ба-бам! Приветствую всех, кто смотрит мой канал, кто просматривает мои видео. Мы сегодня с вами сделаем обалденный камин, и для этого вам не важно, где вы живете, в квартире, в комнате, вам нужен всего лишь кусочек стены, обоев, коробка и немного скотча. Представляете, ваши родственники ушли в магазин за молоком, приходят, а у вас дома вот такой сюрприз. И для этого нам понадобится один моток обычного скотча, там стоимостью от 18 до 50 рублей, смотря где покупаете. Я взяла 5 моточков двухстороннего скотча, самого простого, в Обизе 25 рублей. В итоге посмотрим, сколько мне понадобится. Взяла 2 рулона, на всякий случай, обоев российского производства, кирпичики. Это виниловые обои на бумажной основе, в одном рулоне 10 метров, но пока не знаю, на весь камин понадобится 1 или 2 рулона. Один рулон стоит 423 рубля. Клеить я буду на двухсторонний скотч, не на клей. И нам понадобится 5 коробок Икея на 30 килограмм, либо Оби, либо какие-то еще строительные магазины. И вот такая вот штуковина для оформления камина за 199 рублей, куплена в Оби. Итак, собираем коробки. Не буду вас лишать такого удовольствия покумекать и пособирать коробки. Если у вас не получается, то поищите обучающий ролик в YouTube. Потом мы все это обматываем скотчем. Мне на это понадобилось 5 секунд. А сколько вам? Итак, мы обклеиваем все 5 коробок для того, чтобы они не открывались. А потом мы их объединяем. Я их объединила сначала вот здесь, а потом вот здесь, чтобы они представляли собой единое целое. То место, которое было предназначено у коробок для ручек, мы отворачиваем к стене. И под наклейку кирпичиков мы будем использовать гладкую, ровную сторону. Итак, сейчас я вам расскажу и покажу, как вот из этой колонны мы сделаем вот такую красоту с кирпичиками. Мотор, камера. Дубль 1. Итак, расскажу о нюансах. Вот видите, какая у нас получилась ровная, гладкая сторона. Это потому, что сначала мы наклеили внутреннюю часть, которая будет в камине, а потом вот эту сторону внахлёст наклеили сверху. Итак, мы обрезаем обои в соответствии с размером вашей внутренней стороны. Вот здесь вверху я не наклеиваю обои, потому что сюда встанет коробка, и в принципе там эти обои просто не понадобятся. Начнем. И не забываем, что внизу не прямо к самому полу, но максимально близко к полу мы клеим последнюю полосу, чтобы обои были зафиксированы максимально и не оттопыривались. Удобство этого нашего изделия в том, что он очень легкий, его можно крутить в любые стороны. И поэтому можем переворачивать туда-сюда. И не забывать делать надрезы в конце каждого угла. Сейчас будет непростая мысль, но она очень нужна. При обклеивании второй колонны большое внимание мы уделяем внутренней стороне и сопоставляем рисунок с вот этой стороной для того, чтобы, обклеивая вторую колонну, вы начнете именно с обклеивания внутренней части. И если внутренняя часть у вас не будет совпадать вот с этой лицевой стороной на первой колонне, то и лицевая сторона второй колонны у вас не будет синхронно с первой. То есть приложили, отмерили и сделали небольшую надсечку с запасом. Для удобства наклеивания я сворачиваю уже отрезанную часть обоины в рулон. Я приклею основание, а все остальное я буду раскручивать, чтобы раньше времени в положенном месте обои не прилипли. Учитесь на моих ошибках, пока я их совершаю. Не страшно, что у вас вот здесь двухсторонний скотч немножко вылез. У нас уже прошло немного времени, то есть пару часов, если подождете, скотч немножко станет не таким липким, и пальчиком можно его будет просто скатать. И тогда не будет видно этого скотча, вот как вот здесь. То есть вот почти под основание я завела, а он выступал примерно вот настолько.
Итак, мы с вами обклеили обе колонны. Не пугайтесь, это я вам показываю заднюю часть. Центральную коробку я просто приклеила скотчем по бокам и сверху. Моя конструкция не предполагает, что в Новый год вы будете ставить сюда свечи, шампанское, подарки и так далее. Если вы хотите что-то на нее ставить и вообще просто на ней прыгать, то продумайте какой-то каркас. Внутри какие-то, может быть, деревянные фиксаторы, либо как-то декоративными, может быть, решеточками поддержать снизу, чтобы коробка под весом того, что вы ставите, просто не рухнула. Центральную коробку мы вставили, но мы ее не обклеили для того, чтобы подобрать рисунок и приклеить так, чтобы стык коробки не был виден. Ну, у меня вырезаны будут специальные обои, но для того, чтобы вот сопоставить рисунок, здесь ровно дорезать и завести кусочек обоев туда, но чтобы рисунок совпадал и стык коробки у нас не был виден. Вот таким, например, образом, да? А вот мы подберем рисунок. Я совершаю ошибки для того, чтобы вы их не совершали. Так как этот камин я не запустила на конвейер, и он у меня тоже первый, поэтому здесь у нас немножечко рисунок не совпал, мы вклеиваем. И будьте аккуратнее с углами, чтобы тогда, когда вы их заводите, срезать немножко наискосок и заводить немножко под углом, а потом просто ножницами подрезать. Итак, сейчас нам осталось сделать только заднюю стенку. У нас от детских игрушек остался картон, вот я прям, видите, представляю, да, то прямо на него я наклею вот таким образом две полосы, потому что узкие они и не получится просто пропустить туда один лист обоев. Поэтому я их наклею вот на этот картон, вот так вот, вот так вот, соответственно, совмещу кирпичики и просто этот картон сюда, вплоть до того, что его можно просто приставить. И вот какой замечательный камин у нас получился. И чего он нам стоил? 4 часа времени, приятного времяпрепровождения, 4 двухсторонних скотча за 25 рублей, 5 коробок Икеа 30 килограмм, вот такая импровизированная елочка за 199 рублей, обычный скотч, ножницы и 1 рулон обоев российского производства кирпичики за 423 рубля. А еще вам понадобится кордонка для внутренней части камина. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Ожидание Нового года не менее прекрасное ощущение, чем сам Новый год. В Новом году берегите себя и близких, творите для них, любите и будьте любимыми. Пока! Оператор, вырежем.